Всем привет! Приветствую вас на обзоре моего скетчбука. Давайте поговорим немного о характеристиках и вообще, что у меня за скетчбук. Мой скетчбук от бренда Max Goods, по-моему, там линейка называлась Aquarelle Book Pro Light. Я обязательно вставлю характеристики и размер данного скетчбука, по-моему, B5. Это что-то между формата А5 и А4. У меня приближен он больше к А4. У него мягкая обложка, как вы можете заметить, и, наверное, это является минусом, скорее, чем плюсом для меня, потому что в процессе мне не всегда было удобно на нем рисовать, приходилось всегда его крепить к какому-то планшету, канцелярскому, и поэтому для меня это некоторый минус. Также, как вы можете заметить, здесь нет никакой там ленточки или резинки, и, соответственно, это тоже не очень удобно, потому что хочется закрепить скетчбук, чтобы ничего не оттопыривалось потом, и было красиво и аккуратно. Поэтому, да, это скорее минус. Плюс, видите, он у меня весь потрепался, такой весь грязный, а также здесь следы кошачьих зубов. Мой кот пытался, собственно, прогрызть мой скетчбук. И, в принципе, видите, он у меня немножко такой грязненький, здесь наклейки. Но, да, видно, что я им пользовалась, поэтому ничего такого плохого не вижу. Итак, давайте теперь наконец-то откроем скетчбук. И первое, что мы видим, это скетч вот такой вот прекрасной рыжеволосой девушки. Самый первый скетч, который я здесь рисовала. Он вызвал почему-то какой-то тоже большой, колоссальный отклик на тот момент, и для меня это было почему-то странностью, так как я не особо была довольна этой работой. Далее вот такой вот разворот, здесь две прекрасные девушки, и я их старалась сделать в едином таком цветовом стиле. Однако, не знаю, получилось, не получилось, вот эта вот работа справа моя любимая, она мне очень нравилась, но, к сожалению, она тоже никакого отклика практически у аудитории не получила. Ну, то же самое могу сказать про девушку слева. Но в целом неплохие работы. Единственное, что, конечно, если сравнивать с уровнем сейчас, эти работы более слабые. Но в целом интересно, и у меня почему-то такое умиротворение от них. Далее вот такие два скетча. Вот этот скетч слева почему-то набрал огромное количество просмотров, и отклик большой вызвал у аудитории. Я, честно, не знаю почему, потому что я абсолютно недовольна этой работой. Мне не нравится здесь рука, как волосы получились. Как-то мне вообще не нравится этот рисунок, но почему-то многим он понравился. И у меня почему-то так часто происходит. Второй же рисунок справа мне нравится больше. Очень я довольна тем, как у меня получился фон. По оттенкам интересно. В принципе, кожа мне тоже нравится. Вот такой вот скетч. И вот эта девушка, она очень популярна в Pinterest. Очень многие берут ее фотографии за референсы. Далее вот такой вот разворот. И здесь мне очень нравятся эти два скетча. Здесь на правом рисунке мне очень нравится, как получилась рука, как получился стаканчик, волосы. В левом скетче мне очень нравятся цветовые сочетания, розовые, да, очень красиво сочетаются. И это, кстати, единственная девушка с темной кожей у меня в скетчбуке. Почему-то мне сложно дается такой цвет кожи. Не знаю, пока сложно мне работать с темными оттенками, с темными цветами, мне сложнее их контролировать. Поэтому буду с этим работать и, наверное, скоро уже буду чаще рисовать такой типаж тоже. Вот такие вот интересные работы. Далее я уже, видите, решила работать только на одной стороне листа, хотя, конечно, бренд говорит, что можно абсолютно спокойно работать на двух сторонах листа. В принципе, это так, однако я добавляю большое количество слоев, и мне сложно работать одновременно на одной и второй стороне, потому что после того, как я нарисовала на одной стороне, вторая сторона уже становится более неровная, и карандашный скетч рисовать там очень сложно. В общем-то, вернемся к этой работе. Эта работа была прикольная, референс там интересный, но, к сожалению, как-то мне не очень удалось, хотя довольно-таки большой отклик получила эта работа. Далее вот такие вот два скетча. Они выполнены при помощи акварельных
цветных карандашей, и вот эта работа справа вызвала почему-то большой тоже восторг, и она мне, в принципе, очень нравится, тоже по своим оттенкам. Левая работа же выполнена такая, знаете, скорее тоже для тренировки, и она мне не очень нравится, но, в принципе, в целом разворот получился, наверное, неплохой, как мне кажется. Далее это вот такие две девушки замечательные. Тут у меня преобладает цветочная тематика. Слева девушка, которая, по-моему, довольно-таки популярна в Инстаграм. Я за ней следила, она модель, и я решила ее изобразить вот с цветами. Цветы я уже самостоятельно просто пририсовала. На референсе цветов не было. Мне очень нравится, как здесь получилось по цветам. Все очень красиво, нежно. И справа мне тоже очень нравится, как я изобразила розу. Вот здесь уже чуть-чуть, мне кажется, скилл повысился, как вы считаете? Но мне кажется, что волосы более живые. Далее здесь просто мне очень нравится рисунок справа. Тут я уже практиковала в большей степени рисование волос. И вы можете заметить, да, что по сравнению с предыдущими работами волосы тут намного лучше, чем, например, даже вот с этими скетчами, вот с этим, да, скетчем. Поэтому мне кажется, что здесь уже прям-таки неплохо вышли волосы. Еще мне очень нравится, как я изобразила девушку рыженькую вот эту. Она тоже, по-моему, какая-то известная личность в Инстаграм, блогерша. Вот. А слева это просто такая тренировочная работа. Еще мне очень нравится, как я изобразила фиолетовый фон. Очень красивый оттенок от Ван Гог. Далее разворот с акварельными глазами. Не знаю, что особо сказать, здесь просто, наверное, такая тренировка моих цветовых схем на глазах. Просто справа я сначала рисовала карандашный скетч под акварель, он у меня не получился, я психанула, карандаш не стирался, я решила просто нарисовать глаза, изобразить их. Сначала я рисовала с правой стороны, а потом уже решила дополнить и слева. Тут, в общем-то, я решила практиковать цветовые сочетания схем, и, кстати, это такой лайфхак, если вы, например, какие-то цветовые сочетания для себя определили, лучше рисовать и практиковать их на каком-то маленьком рисунке, например, на глазах. В общем-то, пишите тоже, какой глаз вам больше всего нравится. В принципе, мне нравятся они все. Так что да, здесь я, кстати, рисовала сейчас такие глаза пожилых людей, и это довольно-таки более такая сложная тема, нежели глаза молодых людей, потому что здесь, да, такой нюанс, как морщинки, и их нужно правильно и грамотно изобразить. Для этого понадобится небольшая практика и, наверное, еще какой-то скилл. Далее разворот с незаконченным карандашным наброском. Почему-то мне как-то потом не понравилось то, что я нарисовала, и я решила уже не делать эту работу в акварели, оставила ее такой. И далее это, конечно же, мой, наверное, самый популярный рисунок из всей коллекции. Это вот этот вот справа. Он набирает какие-то бешеные просмотры, бешеное количество лайков, но также он набирает огромное количество и хейтерских комментариев. Люди разделились на два лагеря, которым просто безумно нравится этот рисунок, они в восторге, они плачут почему-то, там даже какие-то такие комментарии были, либо же абсолютно наоборот, людям вообще не нравится этот рисунок, они его так жутко просто подвергают критике. Вот, интересное, конечно, да, мнение, кому-то очень нравится, кому-то вообще не нравится. Наверное, здесь просто необычная техника, я сначала накладываю тени, а потом уже, соответственно, основные тона. И, наверное, многих это смущает, или для некоторых это что-то типа из ряда фантастики, так в художке не учат. Но у меня творческий был порыв, и вообще какая разница, творчество, мне кажется, это свободная отрасль, что хочешь, то и делаешь, и как хочешь, поэтому творю как хочу, и вам тоже советую, никого не слушайте, как правильно, как неправильно, главное, чтобы вам нравилось, и в целом, как видите, да, результат того стоил, и многим очень почему-то откликнулся этот рисунок, и многим понравилась и техника, и то, как в итоге получился этот скетч, поэтому видите, да, сколько людей, столько и мнений. Я, наверное, хочу его в будущем вырезать из этого скетчбука и поставить этот скетч в рамку отдельно, потому что мне действительно очень нравится и по цветовой гамме, и эмоции, которые получились у этой девушки. Далее вот такой вот набросок. Тут я абсолютно недовольна тенью, которая
изображена, и она получилась очень плоской, какой-то непонятной, как будто бы вырванной вообще из всей работы, и после этого после этого скетча я решила приобрести курс такой небольшой по сложному контрастному освещению, так как я не совсем понимала, как грамотно изобразить ту контрастную тень и свет, которую я хочу видеть, поэтому я решила дополнительно, приобрести курс, чтобы получить нужные мне знания. И последний скетч, вот такой вот яркий, очень броский, тут я скорее, знаете, экспериментировала с оттенками и просто практиковала цветовую схему лессировочную. Я сначала накладывала голубой оттенок, потом желтый, потом розовый, без какого-либо смешения, и просто в чистом виде я добавляла эти оттенки. Возможно, я тоже вырву этот лист из скетчбука и поставлю в рамку. И видите, в конце здесь написаны все характеристики, социальные сети бренда, поэтому вы можете заскринить, посмотреть. Тут я точила свой карандаш, видно грифель. Вот, поэтому это, кстати, очень удобно, если вдруг забыли характеристики. И стоит тоже заметить, что эта бумага 100% хлопок Бахонг. Вот, это все. Спасибо вам большое, что посмотрели этот обзор. Я надеюсь, что я вас вдохновила на рисование, на какое-то творчество, поэтому обязательно творите и делитесь своими потрясающими, красивыми работами в социальных сетях с другими и вдохновляйте тоже других. Еще раз спасибо и всем пока!